Здравствуйте, друзья! Айны – коренной народ Японии. Этнические японцы – не коренное население Японии, они переселенцы из Кореи, захватившие и в кровопролитной многовековой борьбе вытеснившие коренное население в резервации. У ученых, как всегда, нет единого мнения о происхождении и времени появления на островах Курильской гряды и в Японии аборигенов этих мест – айнов, представителей древней белой расы. Последние исследования ДНК-генеалогии позволяют предположить, что они потомки древнего населения Сибири, мигрировавшего и заселившего Северную и Южную Америки, а также Японию. О том, что айны являются древними хозяевами японского архипелага Сахалина и Курильских островов, свидетельствуют письменные источники и многочисленные названия географических объектов, происхождение которых связано с языком айнов, а вовсе не с японским, как многие думают. И даже символ Японии – Великая гора Фудзияма – имеет в своем названии айнское слово «фудзи», что означает «божество очага». Как считают ученые, айны заселили японские острова около 13 тысяч лет до нашей эры и образовали там неолитическую культуру дземон. Их культура, сохранившая в себе некоторые элементы ведизма, развивалась обособленно от всего другого мира, до прибытия на острова мигрантов из Кореи примерно 3000 лет назад. Поначалу, так же как и везде уже в наше время, айны, жившие охотой и рыбной ловлей, использовали мигрантов, которые активно культивировали земледелие, выращивали рис, позволяющий прокормить большое количество населения на относительно небольшой территории, делились землями, знаниями и взаимовыгодно торговали с ними. Примерно так сейчас живут мирно русские люди с мигрантами из Средней Азии. Однако будущие японцы быстро размножались и скоро стали вытеснять коренное население с их исконных земель. Очень знакомое явление по нынешним временам, не правда ли? Они стали считать эти земли своими и забыли все добро, которое им сделали коренные жители острова. Но айны были искусными воинами, в совершенстве владевшие луком и мечом, и японцам долго не удавалось победить их. Японцы поначалу осваивали юг и буквально 2,5 тысячелетия отвоевывали у аборигенов эти земли, долго и упорно вытесняя местных на север. Даже в средневековье треть всей нынешней Японии все еще была не японской, но айнской. Айны умели управляться с двумя мечами, а на правом бедре они носили 2 кинжала. Один из них, чейки макири, служил ножом для совершения ритуального самоубийства – харакири. По всей вероятности, такие самурайские традиции, как харакири – отточенная стрельба из лука, а самураи во многом – это именно лучники, а не только лишь мастера меча, были заимствованы у северных соседей. Японская манера сражения двумя мечами одновременно идет именно от айнов, которые часто сражались таким оригинальным образом. На Руси такие воины назывались обоирукими. Многое из того, что впоследствии стало кодексом Бусидо, также связано с влиянием этого народа айнов. Разумеется, кодекс самураев родился из японской феодальной традиции и чань-буддизма, но некоторые из положений, чье происхождение трудно объяснить, весьма вероятно пошли от воинов айнов. Проживание на одной территории не могло не сказаться на формировании специфических культурных традиций японцев. Они вступали с айнами в браки, образовывали кланы, становились их учениками. Воинское сословие пришельцев образовалось на стыке территорий и интересов с аборигенами, и здесь вполне уместна аналогия с казаками в нашей истории, которые перенимали все лучшее в воинском искусстве, по сути живя войной. Также и японцы, чтобы выжить в постоянном конфликте с воинственными айнами, вынуждены были у них учиться. Поэтому неудивительно, что в японской геральдике большое распространение получила свастика. Ее изображение является моном, гербом многих самурайских родов – Цугару, Хатисука, Хасикура и других. Свастика во многих местах мира считается священным символом, который полезен для души людей. И только в России почему-то его привязали к нацизму. Видимо, не хотят, чтобы русский народ вспомнил свои славянские корни. Айны, будучи цельным и самодостаточным, в течение тысячелетий истории народом внушали страх и уважение предкам нынешних японцев, мотивируя их копировать одежду, быт и традиции, презрение к смерти, самопожертвование и гордость. Другими словами, все то, чем до сих пор восхищаются европейцы и что так выгодно продает Голливуд.
Японцы смогли окончательно победить айнов только после изобретения пушек, успев к этому моменту многое у них перенять по части военного искусства. Так начинались тяжелые времена в жизни айнов. Они вынуждены были переселяться на север, оставляя колонизаторам свои исконные земли. Не зря до сих пор в Японии стараются не говорить об айнах, ведь это их земля, а не японцев. Впервые камчатские айну вошли в контакт с русскими купцами в конце 17 века. Отношения с амурскими и северо-курильскими айну установились в 18 веке. Прибывшие на остров Сахалин первые русские казаки даже приняли айнов за русских, настолько они были похожи на европейцев. Айну считали русских, отличавшихся расой от их японских врагов, друзьями. И к середине 18 века более 1500 айнов приняли русское подданство. Когда японцы впервые вошли в контакт с русскими, они не могли отличить их от айну из-за их внешнего сходства и называли их красные айну – айну со светлыми волосами. Только в начале 19 века японцы поняли, что русские и айну – два разных народа, хотя бы они были очень похожи. Составленное при российской императрице Екатериной II пространственное землеописание российского государства включило в состав Российской империи не только все Курильские острова, но и остров Хоккайдо. Причина – этнические японцы на тот момент даже не заселили его. Коренное население айны по итогам экспедиции Антипина и Шабалина были записаны российскими подданными. Карта Японии XVIII века была без острова Хоккайдо. С японцами айны воевали не только на юге Хоккайдо, но и в северной части острова Хонсю. Сами же Курильские острова казаки исследовали и обложили налогами еще в 17 веке. По всему получается, что у России имеются все основания потребовать у японцев Хоккайдо. Факт российского подданства жителей Хоккайдо был отмечен в письме Александра I японскому императору в 1803 году. Причем это не вызывало с японской стороны никаких возражений и тем более официального протеста. Хоккайдо для Токио был иноземной территорией вроде Кореи. Когда первые японцы прибыли на остров в 1786 году, им навстречу вышли айны, носящие русские имена и фамилии, и более того, христиане правоверного толка. В 1845 году Япония в одностороннем порядке провозгласила суверенитет над всем Сахалином и Курильскими островами, по сути захватила их. Император Николай I немедленно дал дипломатический отпор. Лишь ослабление России из-за начавшейся в 1853 году Крымской войны, развязанной англосаксами, привело к оккупации южной части Сахалина японцами. А американцы в это же время вероломно отобрали Аляску. По условиям Санкт-Петербургского договора 1875 года Курилы отошли Японии вместе с проживающими на них айну. Впоследствии большевики в 1925 году осудили прежнее правительство, отдавшее Японии русские земли. Судя по историческим фактам, выходит, что в 1945 году была лишь восстановлена историческая справедливость. Армия и флот СССР частично вернули исконно российские территории. До конца 18 века Хоккайдо, в то время его называли Эдза или Эза, то есть дикий, земля варваров, не слишком интересовал японских правителей. Написанная в начале 18 века Дайнипонси «История Великой Японии» упоминает об Эдзе в разделе, посвященном иностранным государствам. Хотя уже в середине 15 века даймё, крупный феодал Такеда Нобихуро, решил на свой страх и риск потеснить айнов южного Хоккайдо и построил там первое постоянное японское поселение. С тех пор иностранцы иногда называли остров Эдзе иначе – Матмай, Мацмай, по имени основанного Нобухиро клана. Новые земли приходилось брать с боем. Айны оказывали упорное сопротивление. Численное и технологическое превосходство японцев, консультируемых британскими и французскими офицерами, не давало коренным жителям никаких шансов. После подавления последнего массового выступления в августе 1669 года уцелевшие айны бежали в горы. Еще месяц продолжались схватки. Стремясь обезглавить войска противника, японцы заманили вождя айнов Сякуси Ина вместе с другими военачальниками на переговоры и убили. Не особенно похоже на последователей Бусидо, а на британцев вполне. Сопротивление было сломлено. Из свободных людей, живших по своим обычаям и законам, все они от мала до велика превратились в подневольных работников клана Мацмуа.
Поэтому многие айны убегали к своим соплеменникам на Сахалин, Южные и Северные Курилы. Там они чувствовали себя в относительной безопасности, ведь здесь японцев еще не было. Примерно так сейчас происходит и в Палестине. Пришлый народ вытесняет арабов с их исконных земель. В 1785 году японцы добрались и до северных островов Айну, где снова принялись их истреблять. Жителям запретили торговать с русскими и уничтожили кресты и другие знаки, свидетельствующие о принадлежности островов к России. Здесь айны находились фактически на положении рабов. В 1807 году к Итурупу двинулась экспедиция русских. «Долг призывал нас», – писал капитан Хвостов, – «освободить айнов от тиранства японцев». Японский гарнизон на Итурупе, увидев русские корабли, бежал вглубь острова. Айнам было объявлено об изгнании японцев, поскольку Итуруп принадлежит России. Айну были на стороне русских в течение русско-японских войн XIX века. Однако после поражения в войне 1905 года русские бросили их на произвол судьбы. Сотни айну были уничтожены, и их семьи насильно переправлены на Хоккайдо японцами. В итоге русским не удалось отвоевать айну в ходе Второй мировой. Только несколько представителей айну решили остаться в России после войны. Более 90% уехали в Японию. И тогда их постигла самая тяжкая участь. Японцы перевезли всех северокурильских айнов на остров Шикотан, отняли у них все орудия лова и лодки, запретили выходить в море без разрешения. Вместо этого айны привлекались на различные работы, за которые получали рис, овощи, немного рыбы и саке. Очень много свободолюбивых айнов умерло в первый же год. Разрушение традиционного уклада курильских айну привело к тому, что большинство жителей резервации ушли из жизни. Однако об ужасной участи курильских айнов очень скоро стало известно зарубежной общественности. Резервацию ликвидировали, уцелевшую горстку не более 20 человек больных и обнищавших вывезли на Хоккайдо. Вот так японцы устроили геноцид коренной нации японских островов. Сегодня айнов осталось очень мало, около 25 тысяч человек. Они обитают в основном на севере Японии и практически полностью ассимилированы населением этой страны. В России национальности айны официально не существует. Советское, а затем и российское правительство безрезультатно бьется с претензиями японцев на острова Сахалинской гряды, совершенно забыв о своих правах на остров Хоккайдо и населявших его народ, принявший российское подданство. Отчего-то неудивительно. Если японцы оспаривают договор по итогам Второй мировой войны, то почему нам встречно не оспорить договор от 1875 года по острову Хоккайдо? Исторически у японцев нет прав не только на так называемой северной территории Южной Курилы, но и на остров Хоккайдо, вошедший в состав Российской империи вместе с его коренными жителями – айнами, когда японцев там еще и в помине не было. Как минимум, это переведет дискуссию в двухстороннее русло. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.